Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня наш новый выпуск на тему «Как бывший турецкий раб стал в России графом». Одним из самых могущественных деятелей царствования императора Павла I 1796-1801 годы жизни стал граф Кутайсов. Его история весьма любопытна. В 1770 году русские войска в окрестностях города Кутаиси освободили из турецкого рабства группу мальчиков, которых турки готовили в янычары и уже провели над ними обряд обрезания. Мальчиков отправили в Петербург, но по дороге они заболели и почти все скончались. Выжил только один. Он получил фамилию Кутайсов в память о своей родине, хотя его настоящая фамилия была Кикиани. По другой версии, будущий граф Кутайсов был взят в числе военной добычи русскими войсками в Бендерах, нынешняя территория Молдовы. Генерал Репнин выкупил его и послал в дар Екатерине II. Мальчика окрестили и дали фамилию по его родному городу Кютахья в Турции. Первая версия происхождения более подробная и выглядит несколько правдоподобнее. Как бы там ни было, в свои 11 лет Иван Павлович Кутайсов, как его прозвали в России, был подарен императрицей Екатериной своему сыну, наследнику престола. Верная служба Кутайсова Павлу Петровичу, сначала цесаревичу, потом императору, продлится 30 лет, до самой смерти его державного покровителя. Павел сразу сделал Кутайсова своим любимцем. Он не пожалел денег для отправки его за границу для обучения парикмахерскому мастерству. Побывав в Париже и Берлине, Кутайсов вернулся в Петербург, где цесаревич назначил его своим личным цирюльником. Это обеспечило Кутайсову регулярный неофициальный доступ к особе Павла Петровича, чем хитрый и ловкий южанин не преминул воспользоваться в своей выгоде. Современники сравнивали внезапный фавор бывшего турецкого раба с возвышением Оливье Ледена, цирюльника жестокого французского короля Людовика XI в конце XV века, которого король приблизил к себе, сделал дворянином и своим негласным советником. При этом Кутайсов не блистал интеллектуальными способностями. К счастью, он и не пытался влиять на принятие Павлом государственных решений. Его деятельность протекала исключительно в сфере альковных интриг. Впрочем, как известно, любовные дела косвенно очень сильно влияют на решения и действия монархов. Кутайсов был почему-то одержим самомнением, что он может обеспечить своему покровителю личное счастье лучше, нежели тот сумеет сделать это сам. Весьма возможно, что Кутайсов действовал в таком направлении не только по личной инициативе, а по внушению других людей. Умственно ограниченный грузин легко мог стать орудием в руках кругов, враждебных России, в руках агентов иностранного влияния, всегда окружавших российский трон. У Кутайсова была любовница, французская актриса мадам Шевалье. Кутайсов охотно делил ее самим императором. Те, кто хотел найти милость у Павла I, были вынуждены идти на поклон или к Кутайсову, или к французской куртизанке, что считалось унижением для старой родовитой аристократии. Про мадам Шевалье ходили упорные слухи, что она шпионка Французской республики, с которой Россия собиралась тогда воевать. В дальнейшем, когда Павел I склонился к союзу с Наполеоном, с неодобрением встреченному русской знатью, перемену курсу императора тоже стали приписывать влиянию пронырливой француженки и ее любовника-графа. Совсем не исключено, впрочем, что интрига, проведенная Кутайсовым, действительно была разработана в секретных кабинетах Парижа. У Павла давно была сердечная подруга Екатерина Нелидова. Павел говорил, что его отношения с ней носят исключительно платонический характер. Так это или нет, но во всяком случае жена Павла Мария Федоровна и Нелидова очень хорошо между собой ладили. Пока сохранялся такой альянс, будущее российского трона представлялось безоблачным. Кутайсов в 1798 году свел Павла с юной княжной Анной Лопухиной и инициировал его разрыв с Нелидовой. Все семейство Лопухиных было награждено высокими должностями, а Кутайсова император в 1799 году пожаловал графским титулом. Последнее еще больше укрепило знать в ненависти как к Кутайсову, так и к самому императору, как будто издевавшемуся над ней. Весьма возможно, что и отношения Павла к Лопухиной носили тоже чисто рыцарский характер, и многое из того, что наговаривали на императора в кругах знатного дворянства, не соответствовало действительности.
Так Павел покровительствовал браку Лопухиной с князем Павлом Гагариным, которого она сама выбрала себе в мужья. Но как бы там ни было, все сходятся на том, что после расставания с Нелидовой характер императора вконец испортился. Нелидова умела смягчать резкие выходки Павла, а молодая Лопухина не имела на императора такого влияния и не стремилась к нему. Виновником такого положения дел все считали выскочку Кутайсова. Существует непроверенная легенда, будто накануне запланированного заговорщиками убийства Павла I Кутайсов получил от анонимного доброжелателя письмо с предупреждением о готовящемся перевороте, но поленился его вскрыть в тот же час, отложив на потом. Если это правда, то Кутайсов мог предотвратить злодеяние и спасти своего благодетеля, но не сделал этого. В ночь убийства императора испуганный Кутайсов бежал из своего дома в одном ночном халате и скрылся в доме Степана Ланского, который, будучи благородным человеком, спрятал графа до конца сумятицы, вызванной переворотом. Кутайсов не без основания полагал, что его, как самого ненавистного временщика свергнутого императора, хотят убить тоже. Действительно, в ту же ночь гвардейские офицеры нагрянули к мадам Шевалье, где предполагали застать Кутайсова, и обыскали весь ее дом. Не найдя ненавистного графа, гвардии майор Иван Гарголи, руководивший обыском, вручил французской шпионке предписание в течение 2 суток покинуть пределы России. Впоследствии Кутайсову пришлось некоторое время пробыть под домашним арестом, этим он и отделался. Конечно, ни о каком высоком положении при дворе нового императора Александра I мечтать ему не приходилось. Граф уехал в подаренное ему Павлом I подмосковное имение в селе Рождественно, где и скончался в 1834 году. Иван Кутайсов, несмотря на низкое происхождение и интриганское прошлое, воспитал сыновей, верно и с честью послуживших России. Его самого император Павел женил на дочке богатого купца Петра Резвого Анне. Старший сын Павел Кутайсов, 1780-1840 годы жизни, основал общество поощрения художников. Он женился, что интересно, на младшей сестре фаворитки Павла I, Прасковье Лопухиной. Младший сын Александр Кутайсов в 21 год стал генералом, а в 27 лет пропал без вести в страшном огне Бородинского сражения. Род Кутайсовых прервался на правнуках Павла Павловича, Александре и Константине. Оба не имели детей. Первый был до революции губернатором и членом Государственного совета. Он мирно закончил свои дни в Англии. Второй дослужился до полковника, был награжден в Первой мировой войне георгиевским оружием, а в 1918 году убит большевиками. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.